Доброго времени суток. На этих выходных состоялся очередной тур чемпионата Нидерландов крупного. И было несколько интересных партий. Перед вами позиция, которая могла возникнуть в аналитике. Партия Александра Шварцмана и Бодевайна Деркса. Мы, конечно, посмотрим всю партию, потому что партия, я считаю, достаточно интересная с психологической точки зрения и с теоретической точки зрения. Вот с аналитики, видите, раз, отдать надо одну сначала шашку, потом вторую отдают черные. И вот здесь опять белые должны пожертвовать одну, вторую, и вот только так вот играть. Вот такая вот позиция могла получиться с аналитики. Давайте посмотрим сначала, не будем сильно много уделять времени дебюту. Я просто уделю основным моментам, где вот именно интересная игра начиналась. Ну вот Александр Шварцман, видите, остро, ну правильно, то есть нужно остро играть, нужно идти на игру, но вот кажется, что позиция разменялась. Давайте смотреть. Естественно, надо здесь построиться вот эту группировку, что он сейчас и делает. То есть все логично. 45-40, вот видите, группировочку построил. Она не новая, то есть часто очень используется эта группировка в таких позициях, именно когда на 29 ставишь шашку, и вот ставится вот эта мощная группировка. Меняет бодевайн. Здесь, конечно, может, видите, ограничивает. Он достаточно сильно соперник. Я когда-то давным-давно играл еще в одном клубе с ним. Даже как-то одно время чуть-чуть что-то показывал, чуть-чуть тренировал. Ну, там малая совсем доля была, но что-то когда-то показывал. То есть было такое. 31-27, ну вот видите, сейчас пока вот не пойдешь сюда, потому что будет либо вот этот момент, либо вот этот вот момент. Этот момент, ну я думаю, наверное, даже вот этот лучше гораздо. Момент, то есть вообще ничего нету. Ушли две шашки на борт, и даже думаю, позиция у черных получше. Естественно, 31-27. Ну и вот здесь начинаются интересные позиции. Такого пока хода нету, но он достаточно, кстати, интересен. Почему нету? Потому что 23-28. Тогда, может, тоже интересная позиция были. Но здесь еще, конечно, могли бы быть очень большие размены вот на 3. Допустим, наверное, тоже не сильно приятно играть. Хотя здесь вот позиция была бы очень интересная. За белых, именно за белых. Потому что у черных будут слабости. И интересно за белых. Ну, естественно, 37-31. То есть, вот сыграл самый лучший ход, я думаю. 20-24. Вот здесь вот неожиданно, очень неожиданно последовал ход 33-29. И получилась совершенно другая структура игры и очень интересная позиция. Этот ход, конечно, надо взять на заметку. Он очень интересный. Именно с игровой точки зрения. С психологической точки зрения. 9, то есть угрожает, 43, вот видите, 3-9, он уже закрывает дырочку, потому что нападать нельзя за вот этой вот идеей, и тут большие проблемы, я думаю. То есть, если эта позиция не выигрывается за белых, в чем я сомневаюсь, хотя, ну, если может кто с компьютером, конечно, будет сидеть, то докажет обратное, но вот практическая игра это очень неприятная позиция. И, естественно, никто на эту позицию не пойдет. Далее, что тут еще может быть? Такой ход опять выжидает, то есть ничего не дает, и опять вот этих идей нету с нападением. То есть 3-9 наиболее логичный ход, чтобы вот этого нападения, то есть не было. И так далее. 42. Вот видите, закрывается полностью. Но вот получить такую позицию, конечно, за белых очень интересно. Но за черные не лишены слабости, поэтому вот у белых слабости есть свои, у черных есть свои слабости. И вот опять 33-29. Ну вот видите, вот плеяда вот таких вот
не знаю, как это сказать, серия 37, 31. Потом вот эти ходы очень такие интересные, конечно. Такой структуры не часто встретишь. Ну, я, наверное, вот, ну, где-то видел что-то похожее, но вот в таком виде, наверное, все-таки я не видел позиций. То есть здесь при случае грозят 29-24, ну, наверное, зайти, плюс 29-24, вот этот ход 39 появляется и нападение. То есть варианты есть. 7-12, вроде бы вот эти ходы, то есть он отбрасывает сразу, 48 и вот 12-17. Здесь, наверное, за черных надо было 42 ходить. Ой, нет, подождите, 23-28, я чуть перескочил позицию. Ну вот, наиболее вероятный вариант, то есть пока нельзя ходить не 11 шашкой, не 12 шашкой. Если 14-19, то интересно вот этот вот маневр есть. 14, кажется, там проводить ничего. Почему 14-19? Ход, вы скажете, что он такой стремноватый, наверное, ход, но на 45, и потом дамка, видите, ловится. И свободная шашка в любой момент ставится дамка, поэтому такой вот ход. И хотят, так опять я перескочил, и хотят перескочить на 23, тоже очень важный момент. И как-то подвязать вот эту группировочку. То есть там моментов будет много, поэтому давайте на всех не останавливаться. А вот посмотрим еще основной вариант, как я считаю. Вот, он форсированный, наверное. И на этот, возможно, что вариант надо было идти белым. Кстати, жду аналитики. Здесь, возможно, что что-то не вижу, потому что вот надо вроде бы 42-38. И вот мне кажется, что вот этот вот оптимальный вариант за белых, может он побоялся черными играть, но все-таки шашка лишняя, но достаточно далеко вот эта шашка становится. И может побоялся вот этих прорывов и именно этих позиций, потому что там посчитать все очень сложно, поэтому вот чисто может даже психологически. Ну, я не думаю, что тут выиграна позиция, особенно если вот когда сейчас вот я сижу с компьютером, понятно, что все просто. Но в партии, наверное, вот я предполагаю, что он испугался вот этой вот позиции играть. 42, ну вот 12-17 было и 42. Видите, построился в колонны и надо 17-22. И вот интереснейшая позиция, видите, я не знаю, кто-то там встречал что-то похожее. Где-то я помню встречал, но я уже не помню основные идеи. Вот 40-35, важный момент, конечно. Вот давайте 24-20, кстати, еще посмотрим. Вот я сейчас покажу именно позицию, которую я показывал в начале. Вот видите, то есть ждет, нельзя до 17. Одну отдаем шашку, сейчас вторую отдаем шашку. И вот такая вот позиция. Вот такая вот позиция получается. Ну, то есть интересная достаточно позиция будет. На 30-34, то есть получается вот этот ход. Так, и на отход получается 1-6. То есть, ну и вот эта вот идея. Вот эти идеи, ну вот достаточно интересная позиция. Но было в партии 40-35, вот это вот в партии было 4-10 и нападают. Допустим, если как-то сюда ходить, то вот этого хода нету, потому что элементарнейшая вот эта вот идея идет. То есть надо на 15. На такой ход просто переходим, и на 21 тоже сложно все. А вот здесь вот какие-то есть комбинации интересные достаточно. Вот смотрите. Все на большинство, вот такие вот есть идеи. Далее, так, здесь есть и... Ну вот 11-17. Наверное, все я показал по этому поводу. То есть
24-20, видите, что скорее всего, вот здесь вот, конечно, ничейная позиция, и черным даже надо проводить вот эти комбинации. В партии было... Так, ну вот здесь вот ход, еще давайте посмотрим, интересно, на позиция, то есть надо, вариантов нету, надо на 29 и на 24, тоже вот. Позиции, вот скорее всего тоже, вот здесь позиция ничейная. На 7 и потом будут нападать. То есть вот эта вот позиция, я думаю, что ничейная будет. Вот 4, вроде бы ошибочно, но я еще, честно говоря, думаю, что не решающая. Вот здесь вот надо было опять 15-20 и подхватывать. Кажется, позиция очень плохая, но вот непонятно, как реализовать здесь, если честно. Видите, идея такая. Так, надо заходить, и надо нападать, и вот эту комбинацию нужно проводить. Иначе там ничего нету, дамку не поставить. Не поставить, видите? Дамку не поставить, ни сюда, ни сюда. Надо проводить эту комбинацию. Ну, вот такая вот позиция. Тоже не знаю, честно говоря, в чью бы пользу она была. Почему? Потому что, ну, игровая очень позиция, именно в чью пользу по игре. Потому что все-таки в Эдишпле всякое бывает. Вот если 9, здесь опять вот вариант. Опять вот есть вариант такой. Ну вот 28-22. Тоже по идее позиция, ну, паучья, конечно, у белых намного. Но не знаю, чем бы вот этот закончился вариант. То есть это еще, ну, вот на этот вариант нападаем, то есть, ну, надо 14-20, конечно, здесь позиция заметно похуже у черных. То есть 9-14 как-то отпадает, вот надо будет идти на 15-20, я думаю, последние шансы в этой позиции были. А вот он начал нападать, то есть, ой, нет, проводите, извиняюсь. Ну и вот эту позицию, естественно, выиграл Александр Шварцман. Ну, вот такая вот интересная позиция будет. Кому-то, думаю, понравилось, кому-то не очень, конечно, спецэффекты. Но аналитика достаточно большая. И, конечно, вот эти построения, мне, конечно, очень сильно понравились построения. Вот эти 37-31 были, 33-29, 42-37. Очень, конечно, интересно, потом игра вот с этой вот связкой, то есть очень, конечно, интересная расчетная позиция. Ну, я думаю, что анализировать эту партию надо будет. Итак, до новых встреч.